Здрасте, мои дорогие зрители, здрасте, мои дорогие подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик и не будете пропускать мои следующие видео. Моих регулярных зрителей, моих дорогих подписчиков приветствую. Очень вам рада. Спасибо вам огромное за вашу поддержку, за вашу обратную связь, за то, что всегда пишете комментарии под видео, поддерживаете меня, пишите, как проигрываются расклады. И не забывайте писать слова благодарности, чтобы уравновесить нашу с вами энергетику. Сегодня тема нашего расклада будет такая. Нужна ли я ему и его чувства ко мне на самом деле прямо сейчас? Давайте настраивайтесь на своего мужчину, представляйте его себе, его энергетику, его глаза, думайте о вашей ситуации, да, настраивайтесь тем самым на расклад. Расклад при этом, как всегда, будет у нас общий, конкретно вашу ситуацию я не знаю. Карты я читаю в общем, но общие расклады на моем канале, вот карты уже готовы у нас, да, хотят разговаривать. Общие расклады на моем канале работают так, что каждый, кто смотрит в момент просмотра, когда бы не нашел это видео, услышит именно то, что касается конкретно его, то, что конкретно вы должны услышать сейчас. Верите, не верите, пожалуйста, посмотрите, проверьте и обязательно напишите, если, например, вообще ничего не срабатывает, да, ничего не проигрывается. Также огромное спасибо тем, кто пишет, как проигрываются мои расклады. Рекомендую настоятельно это и все другие видео на моем канале смотреть от начала до конца, потому что информация идет с первой до последней карты. Как правило, в конце еще я люблю дотягивать карты совета, которые тоже очень бывают важными, информативными. Не хотелось бы, чтобы эта информация была вами упущена. Итак, нужна ли вы ему, его чувства к вам на самом деле прямо сейчас? Давайте смотреть мужчину. Сила, вы нужны ему. Он без вас просто не может. Вот как бы не хотел, хочется быть ему императором, но вот таким императором, шикарным мужчиной. Здесь может быть законным супругом, да, просто вашей парой, уверенным, успешным мужчиной, он может быть только с вами. Вы то необходимое звено, которое ему нужно. Силы без вас ему не хватает. И дьявол. Одни старшие арканы вышли на вашего мужчину. Сила, император, дьявол. Мужчина, здесь у вас либо очень сильная сексуальная привязка, отношения кармические, также может быть мужчина подвержен зависимостям, если это так, вы, я уверена, об этом знаете, да, алкоголь, различные изменяющие сознание средства, да, все что угодно может быть, вот, игромания, различные. Да, вот ваш мужчина. Очень мощные старшие арканы вышли. Да, не слабый мужчина, но вот без вас он не может, вы ему нужны. Нужна ваша энергетика, вы вот так его приручили, вы вот знаете, как что с ним, да, как приласкать, как наказать, как... карма, ничего тут не поделаешь, да? Так, это он, очень интересно. Давайте посмотрим вообще его сейчас, вот его состояние. Потому что он в целом нам показан, но состояние конкретно, давайте посмотрим. Ой, мужчина страдает, переживает, да, по десятке мечей. Может быть, вы поругались, может быть, повздорили, что-то его не устраивает. Здесь состояние у него печальное, опустошенное, внутри боль. Я не знаю, с чем это связано. Давайте дальше смотреть. У многих здесь конфликт, да, у многих здесь какая-то злость, может быть, потеря чего-то, лишение чего-то, да, такое возможно. То есть состояние, как бы не очень хорошая. Восьмерка чаш. Здесь не осуществились, может быть, какие-то планы, не осуществились мечты. Связано это с чувствами, да, внутренним миром.
Вот, не находится он в гармоничном состоянии, что-то его не устраивает, да, что-то его беспокоит, но он постоянно думает, вспоминает, если вы не вместе, если вы поругались, скучает. Здесь можете даже не сомневаться, и чувства остались у кого-то. Здесь, возможно, был уход, отъезд вынужденный, да, такие тоже есть варианты. Вы можете находиться сейчас в разлуке. Так, давайте посмотрим, вот кто вы для него. Сейчас перевернулась карта, вопрос уже задала. Вы страсть, вы, возможно, семья, вы, возможно, стабильные отношения, да, вы женщина, которая его влечет, с которой он хочет быть, вы та женщина, которую он не забыл. Не показываю полностью карты по определенным причинам, да, стараюсь прикрыть их немного, вот. Вот кто вы, да, союз. При этом, может быть, вы то, что он потерял, как он считает, да, то, что приносит в его жизнь, либо принесло какое-то разочарование, что он, может быть, не может обладать, вы не можете быть его. Да, король мечей. Здесь либо вы, может быть, у вас есть какая-то третья сторона, либо вы на расстоянии отношения у вас, да, либо здесь, может быть, он также обидел вас, наговорил много всего, отношения острые были, да, послушал кого-то, третью сторону, маму, бывшую, не знаю, какую-то подругу, может быть, здесь тоже, да, кто-то мог вмешаться. Вот, давайте посмотрим его чувства к вам на самом деле. Давайте, да, мы начали с чувств, вы сейчас острые, страсть, да, страдания, страсть, желание. Ну, давайте посмотрим, какие же чувства он к вам сейчас испытывает. Вы королева чаш, он вас любит. Он испытывает эмоции к вам, чувства. Они не прошли, чувства не остыли. Вы женщина, которая дает тепло. Вы женщина, которая любит его, да, женщина, которая дарит ему эмоции, которая хочет быть с ним, да, его чувство к вам на самом деле любовь, восхищается вами, его чувство к вам на самом деле правосудие, чувства честные. Он не обманывает. Если говорит, что любит, он не обманывает, он не хитрит. Если вы видите, что любит, это так. Но он хочет, чтобы все было правильно, чтобы все было без обмана, чтобы все было по закону, да, чтобы не было никаких болезненных, да, третьих, четвертых сторон. Такое тоже возможно. Чтобы отношения были официальными. Можно было всем говорить о вашем союзе. Рыцарь мечей, да, ну, он ревнует вас. Очень ревнует вас. Следит, отслеживает, что, как. Боится потерять, да. Может быть, у вас отношения по переписке здесь. Тоже такое возможно. Ну-ка, давайте еще смотреть его чувства. Паш чаш любит, не знает, как ему вот выйти из вашей сложившейся ситуации, ревнует, может быть, уже есть у него соперник, может, считает, потерял вас, да, вот постоянно думает, что как же с вами выходить на связь, если не общаетесь, либо как общаться. Может быть, знаете, такая ситуация, что общение начинается, в результате что-то он ляпнет, что-то скажет не впопад, что-то как-то вроде сделает, и опять все как, да, как дурачок, все не так. Из-за чего чувство внутри, ну вот такой он незрелый, не знает, как он показать. Колесо, да, колесо фортуны. Здесь отношения ваши будут развиваться, от вас тут мало что зависит, все зависит, да, судьба так повернулась, может быть, никто не планировал, что так будет, да, просто встреча повлекла вот такие серьезные там, либо просто знакомство, серьезные отношения, да. И мужчина, ну, он депрессует на самом деле из-за неуверенности в себе, из-за неуверенности в завтрашнем дне, из-за того, что
думает, что не может получить то, чего хотел бы. Да, вас, прекрасную женщину, любящую, дарящую любовь, ту, которую любит он. Он не думал, что так у него сложится в жизни, да, что вот вы будете той единственной. А рыцарь Пентаклей, его отношения, ну что... Ой, понимать, что нужно работать, не хватает, может быть, финансов считает, да, что инициативу нужно брать тут, не готов, может быть, еще не берет инициативу, вроде берет, потом в кусты, такое тоже может быть, да, как незрелость какую-то проявляет. Дело тут не в возрасте, да, дело тут именно вот в том, как внутри человек, зрелый, незрелый, да, они 80 лет могут быть незрелыми, но его отношение страсть ваша направлена высшими силами. Понимаете, вас ведут, я вам сказала, да, уже ранее, тут от вас ничего не зависит, вас направляют высшие силы, и если у вас вот, да, был уже какой-то опыт, может быть, с ним отношения восстанавливали, разрывали, восстанавливали, до этого какой-то опыт, здесь не нужно на него основываться, здесь нужно, знаете, и он этого хочет, и будет лучше, как, знаете, с чистого листа, легко, непринужденно. Вот когда вы вместе, вам хорошо, все легко, непринужденно. Потом, может быть, он что-то ляпнет, напишет, да, и думаете, ну что же это такое, ну вот зачем все опять так? И пошло-поехало, да, одно за другое. Почему? Незрелый он, ну незрелый мужчина, да. Давайте посмотрим, а как он вообще, ну вот нужна ли вы ему, и как, что там вообще он видит в будущем? Нужна ли вы ему? Да, нужны. Он хочет как раз уже, знаете, разрешить все это, чтобы уже либо туда, либо сюда, но лучше туда, лучше все, нужны. Очень нужны, иерофант, чтобы все было правильно, отношения здесь кармические, может быть, чтобы уже он был законным супругом, да, чтобы все было хорошо, по семерке пентаклей, чтобы вот эти ожидания, выжидания закончились, были уже результаты ваших отношений. Нужны вы ему? Нет, не готов терять он вас. Вы влечете его, королева жезлов, женщина огненная, здесь страстная. Вы его страсть самая большая, и он король жезлов. Вы здесь видите парой, проигрываетесь, у вас взаимная страсть. Возможно, здесь огненная стихия, но стихии я вам не озвучивала, да, мы сейчас смотрим по характеристикам. Вы очень ему нужны, вы необходимы просто ему, вы тот огонь, который даете, вы любовь, которая есть. Он все время думает о вас, вспоминает, не хочет он вас терять однозначно, даже если вы сейчас не вместе, он вас не забыл, этот мужчина. Да, вы ему нужны, по карте силы в самом начале вышло, вы необходимы просто ему, ни вы, ни он друг без друга не можете. И здесь, вы знаете, будет развитие отношений, ждите, будет что-то еще, будет встреча, будет развитие, вы королева Пентаклей. Не может он отказаться, забыть вас. Здесь вы, возможно, земной стихии. Да, вы серьезная женщина, хотите серьезных отношений. Будет у вас встреча, даже не думайте, будет какое-то прояснение отношений, скорее всего. Мужчина хочет появиться, объявится, может быть, здесь с подарком, может быть, какая-то новость от него будет. Помощь, может быть, какая-то будет, но шанс какой-то будет дан обязательно. Да, нужны вы ему. Не хочет он вас терять. Почему нужны вы, императрица? Вы прекраснейшая женщина. Вы та единственная, которую он видит рядом с собой. В вас соединилось все, что он представляет в женщине, в его женщине, да, в его паре, в его супруге. Вы жена его будущее, как он считает, возможно. Может быть, действительно жена, мать, да, его детей будущих, настоящих. Та женщина, которая способна построить семью, очаг, которая способна дать ему тепло, с которым он будет императором. Вот здесь у нас в начале он император выходил, да. Вы пара его, как он считает, предназначенная ему по судьбе. Вот у нас первый ряд был.
Он император, вы императрица. Не готов он вас терять. Его отношения очень серьезные к вам. Он считает, что вы даны друг другу по судьбе. Да, может быть, у многих обстоятельства складываются как-то так, как не планировались, да, как-то не так правильно, как казалось кому-то из вас. Но пути Господни неисповедимы, не случайно нас сводят в этой жизни. Да, ну такой опыт, значит, суждено вам пройти, прожить. От вас здесь, как я вам сказала, ну, мало что зависит, вас ведут высшие силы, все определено Богом. Но расклад получился прекрасный. Не хочу делать его очень длительным. Да, устаете потом смотреть, не смотрите по статистике, смотрю до конца. Поэтому давайте достанем карту совета. Вот я обещала, что будет, да, эта карта. Давайте достанем карту совета. Дайте нам совет. Что и как. Десятка жезлов. Вы преодолеете все препятствия, если вам это нужно. Наслаждайтесь страстью. Страсть у вас очень сильная. Препятствия. Вы уже очень много чего преодолели. Очень много что пережили в этих отношениях, да, в этом взаимодействии с ним. Очень много. Может быть, многим пожертвовали и вы, и он, да, на пути друг к другу. Но все это не зря, так должно быть. Наслаждайтесь. Наслаждайтесь страстью, наслаждайтесь вашей любовью по девятке чаш. Любовь между вами взаимная. Вы помиритесь, если вы в разлуке, не переживайте, да, примирение будет, будет дан к этому шанс, потому что отношения не закончены, ваша история не закончена, между вами очень сильная страсть, сильное притяжение, сильная любовь. Не рвите себе сердце, не терзайте, примите ситуацию, как она есть. Шанс будет дан, скорее всего, да, и вы для себя все проясните, но мужчина вас не забыл, вы ему нужны, терять он вас не хочет. Чувства его искренние, вас он любит. Если он вам об этом говорит, вы не верите, верьте, он не врет. Вот такой расклад у нас получился. Я желаю вам огромного счастья, большой любви. Пусть все у вас наладится как можно быстрее. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До свидания.